Если говорить о МиГ-3, то по сложности, наверное, это второй самолет, так сказать, номер 2 после И-16. Но, опять же, смотря о какой сложности говорить, да, то есть, с одной стороны, самолет очень непростой на посадке, с другой стороны, он гораздо проще в воздухе. Да, то есть, вот он по простоте пилотирования, по диапазону, значит, допустимости я бы его сравнил с «Чайкой», с И-153. То есть, в принципе, заброс по перегрузке, перетягивание ручки, она не приводит к таким каким-то, значит, фатальным последствиям. Основная сложность самолета в том, что, значит, на посадке приходится с высоко поднятым носом лететь на скорости, значит, 150, вернее, 180 и 200 км в час. Хотя скорость приземления у него километров, наверное, на 15-20 оказалась ниже, чем на И-16. То есть он, в принципе, касается полосы аэродрома на скорости километров, наверное, 140. Вот. Но, например, наличие механизации, то, что не сделаешь на И-16, если на И-16 на скорости 160, например, в развороте можно сорваться. На МиГ-3 с предкрылками он спокойно держит скорость 130 и при этом просто покачивается с крыла на крыло. Вот. Конечно, длинный нос. На И-16 скопотировать очень сложно. Вот. На МиГ-3 это ощущается. То есть, если ты чуть интенсивнее начинаешь подтормаживать, то имеется тенденция к капотированию. Особенно, значит, мне пришлось садиться с отказавшим двигателем на площадку на нем, вот, с остановленным винтом. Там эта тенденция почему-то вот она более явно так проявилась. Да. Ну, я думаю, потому что с работающим двигателем можно добавить оборотов и за счет обдувки прижать хвостовое оперение, да, значит, хвост. А здесь ничего не было. Да, и прям буквально мне площадка ограниченных размеров была, и мне прям буквально приходилось, оторвав хвост на 1-2 сантиметра, значит, тут же отпускать, после того, как он касается, тут же опять его поджимать. Но тенденция к капотированию очень существенная. Поэтому вот это вот все в комплексе, да, ну, конечно, делает самолет как бы более строгим, наверное, на посадке. Ну и вот я думаю, что с этим связаны все сложности с первым вылетом на самолете МиГ-3. Плюс еще, конечно, особенность какая. Если И-16 я поднимался с полевого, с грунтового аэродрома в Евсино, там по определению проще, легче, земля мягче, торможение проще, направление выдержать легче, и в основном все это было против ветра, то с МиГ-3 работать пришлось с бетона. На бетоне самолет, конечно, совсем другой. И тормоза имеют меньшую эффективность, и бетон он потверже, то есть он грубых посадок не позволяет, не прощает, да, то есть самолет необходимо притирать. Вот, поэтому вот такие особенности есть. Но в воздухе самолет с предкрылками, конечно, ну, на мой взгляд, это, причем оценка не только моя, это оценка еще и Масейкина Игорь Александрович, который на нем слетал, и в зону слетал, и небольшой пилотаж покрутил. МиГ-3 и 16 превосходит на всех высотах по маневренности.
Но пока вот ощущения такие. Возможностей по пилотажу у МиГ-3 больше. Ну, то есть это, в общем-то, сенсационное заявление. То есть, ведя бой на МиГе, можно выиграть у Ил-16, да? Я Причем на думаю, виражах, да? я думаю, да, и причем не просто выиграть, а именно существенным преимуществом. И-16 не позволяет такого пилотажа, который позволяет МиГ-3. МиГ, конечно, очень сложно пилотировать на малых высотах. Вот отметили, и Масейкин отметил, Герсанович, да, что, на наш взгляд, это, скорее всего, связано с запаздыванием приборов. То есть высотомер не успевает отрабатывать минимум метров, наверное, 40-50 идет запаздывание по высоте. Естественно, на малой высоте, когда визуальный контакт ограничен из-за плохого обзора, крыло, на МиГе крыло закрывает. Ну и на 16-м он закрывает, но 16 все-таки не такие, как бы сказать, он не так хорошо скользит в воздухе, да, то есть скорость там 400 для него уже, она сказывается и чувствуется, и каким-то образом там лучше чувствуется высота на маленьких высотах. А МиГ, он скользит, у него скорость 500, под 600, 550, да? Ну, видимо, это и пугало во время войны молодых пилотов, да, то есть, ведя бой там на 1000 метров, они вдруг оказывались чуть ли не в земле. Ну, я думаю, это основная причина. Почему и говорили о малой эффективности. На самом деле эффективность была немалая, просто, например, на И-16 там можно сделать переворот с высоты 400 метров и 500. Вот Масейкин на Максе пилотировал, прижала облачность, значит, с 500 метров он спокойно делал переворот. На МиГ-3 его можно сделать, но для того, чтобы сделать этот переворот, надо обладать определенными навыками. Да, МиГ-3 может этот переворот сделать со скоростью 130 км в час. Эту скорость надо погасить, перевернуться. Ее надо с перегрузкой рассчитать. И, конечно, после, например, И-16, на котором, ну, например, скорость 130, на нем уже невозможно пилотировать на этой скорости. Вот. На МиГе, я думаю, люди побаивались. Вот, например, на Максе я столкнулся в 2007 году с какой особенностью? Один из дней нижняя граница облачности была 1000 метров, да, и мне необходимо было на проходе, значит, делая полупетлю, значит, не войти в облачность. И не войти в облачность можно было -то с перегрузкой порядка там 6,5-7 единиц. На этой перегрузке уже, значит, начинается потеря зрения. И очень интересно, так сказать, мне удалось, например, теряя зрение, то есть оно как бы сужается. Ты контролируешь ситуацию, ты все понимаешь, что происходит, но у тебя такое, значит, по бокам начинается сужение зрения до полной потери. Причем даже когда, как это называется, шторки опускаются, ты полностью себя контролируешь и понимаешь. Так вот, вот эта легкая, значит, нагрузка на ручку, она позволяет как бы вот эти шторки открывать и отпускать. То есть вот в результате я загрузился полностью, довел до где-то там 7, наверное, единиц перегрузку, когда шторки закрылись. Я их приоткрыл, посмотрел, не вписываюсь, да, вижу облако, я в него не вписываюсь. Дальше опять подзагрузил, то есть это была осознанная работа, значит, грубо говоря, с организмом, да, на вот этих перегрузках. И впоследствии, значит, читая записки Покрышкина, да, я тоже там, значит, отметил, что Покрышкин большое внимание уделял физической подготовке и как раз способности работать на запредельных перегрузках. То есть он отмечает, что перегрузка 6-7 до 8 единиц, значит, был один из основных козырей Покрышкина, да, при выполнении, значит, воздушного боя. То есть он позволял себе заходить за ту грань, за которой, в принципе, немецкий летчик уже был не в состоянии пилотировать. То есть если у Покрышкина 7, у того тоже должно быть 7, но Покрышкин на 7 еще в состоянии сохранять работоспособность пилотировать самолет, на Мессершмитте уже этого не было.